Привет, друзья! Сегодня у нас обширный ролик, где я затрону много различных ноутбуков, но главным царем этого ролика, конечно же, будет MacBook Pro 2009 года, как вы и поняли по названию этого ролика. Я расскажу о всех плюсах его, минусах, можно ли его сейчас использовать, можно ли ему как-то проапгрейдить, чтобы он работал еще быстрее. И немножко сравню и проведу экскурс исторический по другим Windows ноутбукам. И не только. Надеюсь, будет очень интересно. Подписывайтесь на канал. Поехали! Итак, MacBook 2009 года, прошка. Выглядит он не совсем презентабельно, особенно нижняя часть. Выглядит он стильно, он сделан из металла. Даже на 2023 год выглядит это все очень круто, если не смотреть, конечно же, на дно ноутбука, потому что дно действительно на дне. Но при желании даже его можно заменить. Давайте отложим его немножко в сторону и вспомним, что можно было купить в 2009 году не за эти деньги, но какого дизайна. Например, Dell. Компания Dell выпускала вот такой вот большой массивный ноутбук, который весит, наверное, в 2 раза больше. Точно напишу на экране. Характеристики тоже для интереса напишу на экране. Да, он тормозит, у него плохой экран, у него плохое все. Далее ноутбуки на винде немножко преобразились в дизайне, и Hewlett Packard выпускает вот такую модель ноутбука, который, когда мы покупали, выбирали сестре, он был довольно приятным для своего времени в плане дизайна, конечно же, но и в плане начинки. Потому что процессор здесь i3, 8 гигабайт оперативной памяти, работает он сносно и по сей день. Да, он все тянет, офисный пакет, серфинг в интернете, да, его можно проапгрейдить таким же образом, и он, в принципе, будет показывать себя вполне прилично и приятно. И в плане дизайна, в плане веса они, в принципе, идентичны, несмотря на то, что здесь уже давным-давно сдох аккумулятор, а на MacBook Pro, как ни странно, нет. И если уж говорить, что этот ноутбук от Hewlett Packard работает только от зарядки, которая выглядит вот так вот и занимает тоже много места и много веса. И если сравнить с Apple-ским зарядником, который даже на момент 23 года выглядит стильно и красиво, ну что тут говорить, вот это таскать с собой намного приятнее и легче, чем вот это. Итак, для начала вспомним ту самую фишку макбуков открытия крышки. Да, она делается одной рукой, одним пальцем. Здесь, чтобы открыть, нам надо отщелкнуть, открыть, потянуть, вот так вот, попридержать. Конечно же, тест на MacBook этот ноутбук, естественно, не проходит. Ну и что тут сказать, сами вы видите, как они выглядят. Это выглядит современно, даже на сегодняшний день. Это выглядит как кусок говна, которого место, конечно же, только на помойке, куда ему и место. Просто он лежит как какая-то реликвия. Возможно, я когда-нибудь сдам его в музей. Но это не точно. Если даже рассматривать просто дизайн, то здесь мы видим приятную клавиатуру, которая в принципе выглядит так же и сегодня. Спикеры направлены на нас. Богоподобный тачпад, я уж не говорю про его удобство, но смотрите, он по размеру намного больше, чем вот это вот существо, которое непонятно как нажимается. Здесь даже сейчас такие благородные щелчки и клавиатуры. Что тут сравнивать? Также и закрытие крышки одним пальчиком, закрытие крышки одним пальчиком. Ну да ладно, поехали дальше. Переходим к этим двум вариантам. Они примерно одного размера, одной высоты, открываются. Проверим сейчас. Нет. Тест на MacBook он не проходит явно. Здесь все более-менее современно, приятно выглядит. Да, немножко пыльный, конечно же, но выглядит он идентично, приятно. Но рамки вокруг дисплея сделаны из пластика. Сам дисплей, он, конечно же, тоже пластиковый. Здесь используется, по-моему, стекло. Эти сочетания цветов. Здорово, что тут сказать.
здорово. Да, оба этих ноутбука можно проапгрейдить с помощью вот такого вот SSD-шника, который мы сейчас и вскроем, кстати. Покупал я его по скидке, по распродаже на 512 гигабайт. Обошелся он мне в 1800 рублей. Да, такие цены бывают. А с бонусами он бы обошелся вообще в 1400 рублей. И такие цены есть где? Правильно, в моем телеграм-канале, на который вы, конечно же, подписывайтесь. Там частенько появляются вот такие приятные на различную технику скидки, акции, где мы можем прикупить, например, вот такой King Spec. Да, конечно, это голимый Китай, но что у нас сейчас не Китай? 2,5 SATA 3, 512 гигабайт, то, что доктор прописал, я думаю. И вот такая штучка ускорит что этот ноутбук, что этот ноутбук. Устанавливается легко, и это самый легкий из возможных апгрейдов. Самый легкий, самый дешевый и самый простой. Да, можно накинуть еще оперативной памяти, что туда, что сюда. Да, это как-то где-то увеличит. Но в офисных задачах особого прироста вы, конечно же, не получите. Поэтому самое простое, 1500 в среднем по скидке. И ноутбук заживет новой жизнью. Поехали дальше. Ну и по классике давайте пройдемся по всем плюсам и минусам данного MacBook. Первый плюс, я, конечно, сказал, это дизайн. Это неоспоримый плюс. Он даже сегодня выглядит просто потрясающе. Он изготовлен из металла, холодит руки, прекрасный звук, прекрасный экран по цветопередаче, конечно же, но не по разрешению. Приятная клавиатура, легкость апгрейда. Нижняя крышка снимается, заменяется жесткий диск или заменяется DVD-привод с помощью салазки за 200 рублей с AliExpress. И все, в принципе, у вас совершенно приятный ноутбук, на который можно накатить, кстати, Mojave или Catalina операционную систему, и у вас будет все поддерживаться. Да, официально он поддерживает только El Capitan. Про подобный ноутбук, но на 13 дюймов я уже рассказывал. Этот ролик есть у меня на канале. В принципе, он неплохо набрал по просмотрам. Также я рассказывал про iMac 2009 года, в который я установил SSD, и он работает просто быстро, комфортно. Да, на нем, конечно же, не поиграешь, но MacBook это не для игр все еще, не забывайте об этом. Но для офисных задач, как я уже сказал, он просто прекрасен. Конечно же, не забываем про светящееся яблочко, которое вас на момент 2009 года и до 2017 года, по-моему, отличало от обладателей Windows ноутбуков. Где-нибудь в кофейне Starbucks, например, который, кстати, сейчас уже закрыт. По портам здесь тоже все очень даже неплохо на момент 23 года. Потому что сегодня вернули нам на прошке вот эти картридер, все дела. Здесь они по умолчанию уже есть. Здесь есть и DisplayPort, здесь есть и картридер, здесь есть и USB-шки, и зарядник у нас MagSafe, который опять-таки забрали, потом вернули. Несомненным плюсом 15-дюймовой модели является то, что это и как стационарный ноутбук, стационарный компьютер, поработать дома, где-то за столом удобно, потому что экран больше все-таки, чем 13 дюймов. И вполне себе компактное устройство, которое весит, конечно же, немало, вот столько, но ощущается, мне кажется, где-нибудь в вашем рюкзачке вполне себе приятно. Тем более блок питания у него небольшой и легкий. Подсветка погасла. Да, на нем не поиграть, но даже на вот этом MacBook Air сегодня тоже не поиграть. Хотя попытаться можно. И неоспоримым преимуществом MacBook Pro даже 2009 года является то, что поддерживается экосистема Apple. Вы можете что-нибудь здесь попечатать, например, в заметках. Пришла вам гениальная идея. Потом вы решили поехать куда-то, пока едете в метро или автобусе, конечно же, или в трамвайчике. Достаете свой iPhone 14 Pro и продолжаете в заметках свою гениальную мысль. Ну и все остальные плюшки, как фотопоток и все такие дела, тоже поддерживаются. Кроме AirDrop. 2009 год это все по воздуху не перекидывается. Плохо, к сожалению, ну да ладно. Еще одним плюсом является то, что сюда вполне легко можно накатить Windows 7. Это делается в 2 клика, работает винда на нем параллельно, запускается отдельно, работает все прекрасно. Даже игры тех времен на винде запускаются тоже неплохо.
Да, сейчас будет странное сравнение с MacBook Air на 13 дюймов 2021 года на M1. Отличный ноутбук, который вот цена, качество, замена и планшета, и ноутбука, и стационарного компьютера, потому что подсоединяется к монитору на раз-два и поехали. Кстати, без вентилятора. Здесь есть вентилятор, но он тихий. Он работает очень тихо, если вы на нем не пытаетесь поиграть. Кстати, игры он тянет. Вот сейчас вам показываю как раз, как работают его младшие версии 13-дюймовым, тоже на Core 2 Duo с 4 гигабайтами и даже с жестким диском, не на SSD. Да, какие-то древние игры можно вспомнить и на нем поностальгировать. Приятно. Возвращаемся к сравнению. Он, естественно, легкий, маленький, тонкий, все дела. Но он на 13 дюймов. У него также есть рамки, хоть они, конечно же, стали меньше, но они есть. Да, он во всем, конечно же, лучше, но между ними, извините, 12 лет разницы. 12 лет. Опыт эксплуатации этого ноутбука спустя 2 года я обязательно запишу, будет интересно. Давайте сейчас аккуратненько перейдем к минусам данного ноутбука. Прошло все-таки много лет, с этим спорить бесполезно. Да, он морально устарел. Да, у него процессор Core 2 Duo, двухъядерный, старый как цена за $25 рублей. В нем 4 гигабайта оперативной памяти. В нем аккумулятор, который в новом виде держит всего 4 часа при средней нагрузке. Но, кстати, что ни странно, в этом ноутбуке старый аккумулятор, а держит он все равно 2-2,5 часа. Ну, таких вот, там попечатать, где-то в Excel поработать, посерфить и так далее. Да, из минусов то, что если вы не установите новые Каталину или Мохаве, то у вас браузер Safari не будет поддерживать всех плагинов современных и так далее. Подытожив по ноутбуку, по плюсам и минусам, хочется сказать, что да, процессор на сегодняшний день здесь слабый. Вы не сможете монтировать какие-то сложные проекты, работать с графикой и так далее, но вы сможете работать, например, в iMovie или в старом Final Cut, делать какой-то линейный, несложный монтаж и выводить этот проект придется довольно-таки внушительное время. Также вы сможете поработать и в фотошопе, посоздавать на нем, например, музыку, посерфить в интернете, посмотреть YouTube, посмотреть какие-то фильмы. Все это он может. И это его неоспоримый плюс. Как первый MacBook для ознакомления с macOS, если у вас есть основной компьютер и вы хотите себе ноутбук, или как второй компьютер, если у вас есть уже основной для работы, мощный для игр, а вы хотите себе ноутбук для развлечений, для серфинга и для всего того, что я уже перечислил, этот выбор будет правильным решением. Стоит на Авито он примерно сейчас в районе до 15 тысяч рублей. Да, вы за эту сумму сможете купить себе MacBook со светящимся яблочком, вполне себе приятный, годный, почему бы и нет. Если не хотите, конечно, платить за что-то более дорогое. Такое решение современное будет стоить уже около 100 тысяч. Напишите в комментариях, что вы об этом, обо всем думаете. Обсудим все это в комментах вместе. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую самые выгодные цены с AliExpress и Яндекс.Маркета. Впереди будет много интересного. Спасибо за ваши лайки. Пока-пока.